Сегодня приготовим что-то очень вкусное и интересное, от которого останется в восторге вся ваша семья. И я уверен, они попросят повторить вас это блюдо. Всем привет! И для начала берем одну луковицу средних размеров и нарезаем ее на маленькие-маленькие кубики. Нарезанный лук маленькими кубиками отправляем в глубокую тарелку. Тарелку в этом случае берите поглубже. Сюда же в тарелку к луку нужно будет взять 2-3 зубчика чеснока и пропустить их либо через чеснокодавку, либо же натереть на маленькой терке. Затем в эту же тарелку добавляем 1 столовую ложку сметаны и 1 столовую ложку майонеза. Если же вы не любите или боитесь добавлять майонез в такие маринады, тогда его не добавляйте. Еще сюда нужно вбить 1 куриное яйцо. Дальше вот это все нужно будет посолить и поперчить. Сегодня я добавляю смесь разных перцев. Если такой смеси нет, можно добавить обыкновенный черный молотый перец. Еще сюда я добавляю примерно пол чайной ложки красной сладкой паприки, но также вы можете добавить любые любимые ваши специи. Дальше сюда добавляем 1 столовую ложку крахмала, у меня сегодня кукурузный, но можно добавить любой. Ну и в самом конце нужно сюда добавить примерно пол чайной ложки острой горчицы. Если я говорил, что майонез добавлять не обязательно, то горчицу добавлять нужно очень обязательно. Затем берем ложку и очень хорошо все перемешиваем. Ну и после перемешивания вот такой вот обалденно вкусный маринад у нас получился. Аромат такой стоит, что этот маринад можно скушать просто без ничего. На это количество маринада нам понадобится 2 половинки куриного филе. Итак, куриное филе нам нужно будет разрезать вдоль волокон, обязательно вдоль волокон на небольшие кусочки. Смотрите, 1 половинку я вначале разрезал пополам, а затем только нарезаю вот так вот вдоль волокон на небольшие кусочки. Ну вот такое количество небольших кусочков у меня получилось с 1 половинки куриного филе. Дальше мы берем молоток для отбивных и очень легонько отбиваем так, чтобы куриное мясо нам не поразваливалось. Так сказать, мы его чуть-чуть только отобьем. Отбивать это мясо нужно будет с 2 сторон. Итак, первую половину мяса мы отбили и отправляем вот так вот просто куски в наш маринад. После этого приступаем к обработке второй половины куриного филе. И делаем все точно так же. Вторую половину куриного мяса мы точно так же отправляем в тарелку к маринаду и только после этого берем ложку и очень хорошо все перемешиваем. Нужно перемешать так, чтобы каждый кусочек мяса был хорошо окутан маринадом. После того, как вы все очень хорошо перемешали, мясо ваше окутано маринадом, оставляем в таком положении все ровно на 2 часа. Можно больше, но не меньше. Если вы планируете готовить это на ужин, то в холодильник прятать не нужно. Оно так лучше и быстрее промаринуется. Через 2 часа устанавливаем сковородку на огонь. Огонь под сковородкой должен быть чуть ниже среднего и дадим маслу очень хорошо раскалиться. После того, как масло уже хорошо раскалилось, огонь под сковородкой делаем еще чуть меньше и отправляем на сковородку вот эти кусочки мяса, которые хорошо обвалены в маринаде. Обжаривать кусочки мяса нужно будет с каждой стороны примерно по 3 минуты. Напоминаю, огонь должен быть небольшой. Ну и чтобы мясо было менее жирное, мы будем снимать их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем или же салфеткой. Ну а в итоге, друзья, получается вот такая вот обалденная красота и вкуснота. Подавать такое мясо лучше всего как отдельное блюдо. Мясо получается нежное, сочное и очень-очень вкусное. Подавал я такое мясо со своим кетчупом, который я делал без применения помидор. Ссылочка на это будет в описании под видео и в конечных аннотациях. Получается обалденно вкусно. Рекомендую попробовать и то блюдо, и то блюдо. Ну а на этом все. Оставляйте свои оценки под видео, пишите комментарии, понравилось или не понравилось. Также обязательно посмотрите, как приготовить вот этот очень вкусный кетчуп. Ну а мы, как всегда, встретимся в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока!